И вот она начала создавать смесь каменита. И создаем эмберную буровую установку. И вот наш первый золотитовый слиток. Ну что же, я всех рад приветствовать с вами снова эфир и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Vortex. Ну что же, начинаем. Ой, друзья. О, что там произошло? Ой, а тут что произошло? Ого, а там что произошло? А вон там... Ой, друзья, что... Да, друзья, в прошлой серии мы закончили на том, что мы упоролись в то, что нам не хватало вот этого здания. И это здание теперь есть. Мы закончили на том, что нам надо создавать дробильную. Для того, чтобы создать каменитовую смесь, вот эту вот, точнее грубую смесь, для него нужен был дробильщик, то есть дробиль, которая, как вы можете заметить, вот стоит уже перед нами. И также и школа, больница, и улучшаются дома до 3-го уровня, соответственно. Да, друзья, я за серией довольно много пофикашил, даже я могу сейчас пойти показать вам, насколько много, потому что если мы сейчас зайдем в исследования в университете, гражданин прокачан на максимум, технологии прокачаны на максимум, и у нас уже начался вот бой. Осталось буквально вот 3 штучки, ну и 4 у нас пришло. И вот такие вот успехи, да, потихонечку прокачиваем. И мне сразу же сказали в комментариях, чтобы я прокачивал вот здесь насмешку. Обучает рыцарей провоцировать мобов, нападать только на них. И сейчас, естественно, вот казарма у нас построилась, точнее, у нас улучшилась. И казарму я бы, наверное, сразу же я бы заказал, потому что, ну, создал бы точнее, потому что я ее создать сейчас могу, и было бы очень хорошо ее создать. Вот. Как раз у нас после того, как построилась школа, видите, сколько тут территории у нас улучшилось. Я бы, конечно, где-то в центре бы ее поставил, но в центре места явно нигде не будет. Вот, это, конечно, немножко беда, потому что лучше было бы вот вместо ресторана того же самого, к примеру, поставить бы казарму, потому что, ну, желательно прям возле чего, возле прям сразу же места там, где они будут спать. Сделал. Сразу же поставить казарму там в центре, правильно, там, где у нас ратуша, там, где у нас все основные здания. Вот, да, мы немножко упоролись в этот момент по поводу того, что нам не хватало дробильни, но нам теперь ее достаточно. Сейчас нам нужно дождаться, кстати, у нас еще там уже... Какая у нас? Середина весны, день 6 уже. Приготовьтесь, сегодня ночью чертовы навлечники придут из юго-запада на Манхэттен. Ночью, даже днем, ночью. Готовься, потому что впервые такое пишет. Давай, пока тут сейчас налетчики не налетели, вы там в телеграмчик-каналчик зайдете. Очень вам благодарен, там подпишитесь на канал, естественно, лайк поставьте. Чего? Юго-запад, это где-то вот оттуда. В смысле, так они уже появились? Это не ночью, получается, даже они появились, они днем появились. Вот они где-то вот тут сидят. Сейчас мы быстренько отобьем. Вот, смотри, блин, их, кстати, много уже довольно. Но это не беда вообще. Блин, один налетчик у нас пошел уже тусовать наших. Куда ты собрался, друг? А ну! Ай-яй! Уже разогнались. Да, все, у нас отбилась атака. Собственно, да, мы остановились на том, что нам нужно прокачивать, точнее прокачивать. Нам надо было дробильня. И сейчас же, скорее всего, у нас построятся 2 дома, но вот уже прям очень близко готов к окончанию. Это вроде Ника или Адам. Да, это Ника строит. Вот видишь, ему тут осталось буквально чуть-чуть. Ковры немножечко, факелов, дверей. А здесь прям... Ну да, немножечко еще черепицу им осталось построить. Какие у нас планы на сегодняшнюю серию? Смесь каменита, естественно, это безусловно. Но нам нужно сделать перед этим крысиное улучшение шеф-повар. Нам нужно сделать, колпак у меня есть, нужно сделать лишь... Получается 6 тортов. У меня в целом на это все есть. Это нужно нам сколько? 6 умножить на 3. 18 пшеницы. У меня 18 пшеницы явно должно быть. Только знать бы, где оно у меня все это лежит. Так, здесь 2 есть. Еще 16 штучек надо. У нас в этой серии довольно большие планы, потому что прошлая серия была такая, знаешь, более промежуточная, да, между большими планами. Вот. 18 есть. Далее нам нужно сколько? По одному яйцу. Это нужно 6 яиц, 18 сахара и... так называемые бутылочки с молоком. А у меня же вроде бы вот здесь лежит куча бутылочек. Сейчас мы возьмем. Ну или оно успеет, кстати, это все сделаться. Нам нужно только где-то надыбать 6 яиц. Но я думаю, то, что они у меня дома есть, наших так курочек. И смотри, у меня здесь исчезают блоки. Из-за того, то, что у нас эндермены тут ходят когда-то. Отлично, 9 штучек есть. Эндермены ходят, блоки воруют и все. Прикинь, вообще капец. Так, сколько нам надо? 6 штук. Дальше нам надо... Блин, а у меня есть еще
еще где-то просто пустой, знаешь, один бутылек. Я, конечно, могу выпить ту же самую, вот, к примеру, скорость. Все, у меня в целом теперь 18 есть. И сахара тоже нам надо сколько? Если надо 2 для 6, 12 сахара, типа, мне тоже есть, пожалуйста. Все, теперь нам нужно лишь пойти за молочком к нашим коровкам, да, у нас такая возможность вполне себе имеется. Да, мы в прошлой серии, кстати, еще накричали на нашего вот этого друга, потому что он вообще жесть какой тупей. Он тут двери не закрывал, прикинь. Да, нормально, нормально. А что я не могу взять? Все-таки ведра надо брать. Ой, это беда. Ой, это беда. У меня всего лишь одно ведро. Но здесь у меня ведро с лавой. Надо идти, значит, еще ведро делать. А я... Приятно. Неприятненько. Тогда мне 6 слитков. Да, сейчас мы сделаем еще 2 ведра. Все, можно идти делать тортик. Сейчас мы сделаем тортик. У меня в целом колпак есть. У меня улучшение есть, потому что мы выторговали его. Поэтому все прекрасно. Но у нас, как обычно, да, двери не закрывает никто. Надо, правильно. Ну зачем? Зачем надо какие-то двери закрывать? Зачем оно надо? Мне просто, знаешь, мне уже даже падлу... Кстати, подожди, нет. Я могу... Или нет? Нет, так не будет происходить. Зачем это кому-то вот надо вот это вот брать? Закрывать двери. Пофиг, животные сбегут себе спокойно. Они все кайфанут на улице, на свободе. Вообще без разницы. Вообще. Так, последний тортик. Давай сюда. Угу. Готово. Теперь смотри, что нам еще надо. Нам нужно сейчас пойти до дому. Взять, получается, одно улучшение целое, да? А я не помню, правда, где оно. Я его вроде куда-то складывал. Либо сюда его даже нет, вряд ли складывал. Скорее, вот лежит. И, крыска, дай мне, пожалуйста, колпачок. Ну и, получается, делаем... золотое яблоко, тебе без проблем. Делаем крысиное улучшение шеф-повар. Держи. Теперь он сможет делать, точнее даже она сможет делать то, что нам надо. Мы получаем, кстати, за это квест. Целых 2 блока рудного железа. Прикольно, спасибо. И у нас улучшился дом. У нас улучшился дом. Это значит, еще будет сейчас на плюс 1 ребенка. И этот ребенок, знаешь что? Он будет учиться в школе. Он будет прокачиваться в школе. Он будет становиться мудрее, умнее и не будет сильно тупым, это очень иметь в виду. И он опять улучшает дом. Там ресурсов на самом деле не так много надо. Там тебе, просто по факту надо очень много ели, которые у нас с помощью наших дробильщиков, дровосеков добывают в огромном количестве. Вот такой вот домик. Вот такой вот красивенький, вот такой вот прикольненький, вот такой вот симпатичный. Смотри. И вот, пожалуйста, новый ребенок. Теперь вопрос. Вот он, здрасте. Регина Гудрингтон. Теперь самый интересный вопрос. Это вот Доминика, Регина точнее, будет ли она сейчас учиться в школе? Потому что если я сейчас по факту приду домой, точнее в школу, вот, позвать рабочего. Во, смотри, мелкий пришел. Вот управление рабочими, ученик 1, видишь, сейчас будет у него по сути прокачиваться все. Но я не знаю, насколько, конечно, точно оно будет прокачиваться. Тут открытых запросов никаких нету. А у ребенка. А я не могу даже посмотреть. Улучшение. Не проблема. Короче, ладно, пусть тебе занимаются, без разницы. Главное, чтобы потом Регина работала в дробине. Это вот самое главное. Я, правда, точно не помню, сколько они растут, но это такое все дело. Хотя я могу, по сути, любого сейчас взять не строителя, а любого жителя. Я даже, наверное, возьму с университета житель. И пусть... Или шахтера возьму. Шахтеры у меня сейчас толком не работают. И шахтеры мне не сильно прям нужны, потому что им нужна алмазная кирка, чтобы выкапывать. Поэтому без разницы. Можно пока даже их не использовать толком. Нам нужно просто для каменитовой смеси, смотри, 5 кирпича это у нас есть. Мы сделали в прошлой серии. Далее ядро, которое делается в кузнице. Значит, 2 штучки нам явно нужно оставить. 4. То есть мы же можем создать побольше. 5 глины и эссенция плавления. Значит, смотри, давай посчитаем сейчас, сколько нам надо ресурсов. Для создания одного лишь крафта данной смеси нам нужно по одному ядру. Это нам нужно, получается, 20 древних кирпичей. Остальные можно пока выкладывать. Дальше ядро, само собой. И что нам еще надо? 5 глины. То есть это нужно где-то 20 глины нам приблизительно. У меня вот глина есть такая. Есть вот что сюда. И еще эссенция плавления. Также 20 штучек. Дай, пожалуйста, сюда. Спасибо. По кило только дай. Все, у нас, по сути, рецепты есть. Мы можем создать целых 32 вот этой вот смеси. Только теперь нам нужно смотреть, что сделать. Нам нужно сейчас пойти в деревню. Во-первых, сейчас все колонисты у нас лягут спать. И назначить, или давай мы тоже сейчас поспим, и назначить одного из шахтеров строить, что? Правильно, точнее не строить, а работать в дробе. Для того, чтобы... да, почтовый ящик забыл. Для того, чтобы все было в порядке. Значит, смотри, ставим сюда почтовый ящик, пошли в дробильню.
Сейчас назначим сюда рабочего шахтера какого-то. Но не Андерса точно. Я назначу вот Титана. Все, позвать рабочего. Вот он. Здравствуйте. Пропустить болтовню. Ты вообще не тот. Больше не упоминай мне об этом. Короче, ты у нас сейчас кто? Ты у нас сейчас... Вот, ты у нас сейчас дробильщик. Значит, смотри, что мы делаем. У тебя где-то есть тут... Ну ладно, давай я сюда закину. Значит, смотри, мы сейчас заходим в почтовый ящик, пишем смесь. Вот, каменита 32. Запрос. Все, готово. Сейчас он сделает 4 нам крафта. По сути, он должен их сделать, потому что ресурсы все у него лежат вот здесь буквально. Вот они вот здесь. Он нам должен это сделать. После этого, чтобы сделать вот эту смесь, нам нужно дать крысе нашей как раз таки эту грубую смесь. Для чего она еще используется? Она используется для эссенции землетрясения, но это явно не сейчас мы будем делать, поэтому ничего страшного. То есть мы можем сразу вот это делать. И, блин, это подожди, сколько мы сейчас сделаем этих кирпичей? Я даже сейчас хочу посчитать. 32 на 8. То мы сделаем ровно 4 стака смеси камней. Только он почему-то тупой не делает. О, кстати, дом построился еще один. Это еще плюс один ребенок сейчас. Вот и Адам начал тоже работать сейчас над домом. Тоже начал работать. Ну это хорошо. Мне сейчас нужно дождаться, пока вот этот типчик оклемается и сможет нормально делать то, что надо. И что у нас здесь школьники? Как они у них тут все происходит? Учатся? Да, учатся, смотри. Реально учатся. Прикольно. Блин, меня вот этот кентик раздражает, пипец, как сильно. Давай, знаешь, кого-то другого все-таки сейчас возьму. Тогда на работу. Управление рабочим уволить. И где у нас исследователь? Во. Пусть у нас вот ты будешь, потому что тебе ничего не надо. Ты у нас в целом и так более-менее адекватная. Давай делаем мне, пожалуйста. Ну ты сразу начала все забирать то, что тебе надо. Все, начала сразу же делать, походу все уже сделала. Вот тебе, пожалуйста, 32 грубых каменитовых смеси. Давай сразу же отменим сейчас здесь задачу и уберем отсюда этого вот товарища. Пусть он будет кем-то другим, ну, тем же самым университетом. И что, сейчас мы отправляемся к нашей крысе, да? Привет. И держи тебе 32 каменитовых смеси. Что ты сейчас будешь ими делать? А, вот, да, реально создает. И вот она начала создавать смесь каменита. Отличненько. Пусть это мы сейчас возле нее постоим, пусть у нас фармится каменит. У нас прокачался, точнее, прошел здесь так называемый квест. Далее у нас по списку идет механическое ядро. Данное механическое ядро делается в целом довольно просто, за исключением каменитовых пластин, потому что здесь надо немножко потратить каменит. Но у нас в целом никакой проблемы нету в этом, поэтому мы сейчас отправим ее на, я так понимаю, на обжарку. И дальше что нам еще нужно для ядра? Каменитовые кирпичи. Это просто камень, переплавить пыль. Кстати, маловато что-то ты сделал. Пусть эти полстака как раз отправляются на переплавку, просто для кирпичей. Также нам сейчас нужно взять молоточек, вот этот, и взять, что там получается, нам нужно свинец и серебро. Чикс. Чикс. Есть. Далее нам нужно взять 4 дворфийские шестерни и немножечко каменитового кирпича в виде 4 штучек. Да и в целом все. Да. И мы сможем создать механическое ядро. В целом, кстати, крафт довольно легкий. Мы сразу же после него сейчас сделаем по факту... Что мы сейчас сделаем? Мы по факту сразу же сможем сделать установку. И вот, пожалуйста, механическое ядро у нас теперь есть. Эмберная буровая установка. Она делается вообще легко. Можно даже прочитать, что здесь, как здесь все выглядит. Эмберная буровая установка — это механизм, способный добывать кристаллы эмбера из бедрока, потребляя топливо. Присоедините механическое ядро к отверстию буровой установки, передайте топливо трубами или воронками, и затем подключите экстрактор на механизм для вывода добытых кристаллов эмбера. То есть это вот этот будет экскавационный ковш делать. В целом делается он очень просто. Нужно просто лишь сколько? 7, наверное, даже свинец нужно будет сейчас отправить на переплавку. 7 пластин, есть такое. Сразу делаем блок и... Что там еще? Ну, один целый кусочек железа. Давай сразу же сделаем ковшик и... Нам осталось лишь дождаться, пока сделать сколько. Еще 4 каменитовых кирпича, и мы сможем сделать буровую установку. Правда, вот интересно, какое оно топливо использует. Можно, кстати, сразу же сделать датчик для квеста, знаешь, так чисто, ну, чтобы было. Потому что, ну, почему бы, собственно, и нет. Квест есть, и что-то тут еще было у нас вроде бы по квесту. Но вот это пока я не знаю. Трубы экстракт. Это отличный базовый способ перемещения предметов и жидкостей, механизмы и всевозможные хранилища. Помните, что трубы не работают без
из экстракторов. Трубами вам необходимо соединить два хранилища предметов или жидкостей, а после заменить трубу того хранилища, из которого вы будете собирать, вытягивать предметы или жидкость на соответствующий экстракт. Экстракторы являются метками, чтобы трубы могли понимать, откуда забирать ресурсы или жидкость. Чтобы экстрактор начал свою работу, вам необходимо подать на него редстоун сигнал. Рекомендую для этого использовать обычные рычаги или красивые из данного. Также каждый блок трубы в мире имеет внутренний буфер и может хранить в себе жидкость или предметы в зависимости от вида. Из-за этого свойства трубы могут забиваться, если им, например, некуда деть и хранимый ими ресурс. Такими явлениями визуализируется эффект пара, а также свечением, если вы в руке держите инженер-окуляр в руках. Но это, я так предполагаю, штучка, которую мы еще не взяли, потому что она где-то к квесту дальше идет. Или даже ее вроде бы в квесте вроде бы... да, я даже ее сделал. Нам нужно создать, можно лучше сделать... Вот, видишь? Инженерный окуляр, он где-то у меня лежит в рюкзаке. Вот, окей, будем иметь в виду. Давай сейчас мы только сделаем еще один комментовый кирпич и создаем эмберную буровую установку. И сразу же получаем два квеста. Далее кристаллы эмбера. Они у меня вот здесь лежат. Мы сразу же можем за этот квест тоже забрать, потому что... кусочек. А как ты делаешься? Подожди. Наверное, сейчас вот так. И квест завершен. Отлично. Далее у нас идет активатор эмбера. В целом это крафт еще легче, нежели был прошлый. Печка и что там еще надо. Активатор эмбера, 2 железных пластины. То есть это крафты вообще прям... Пока для меня эти крафты настолько легкие, что это просто жесть. Активатор эмбера сюда. Ковш эту оставляем. Далее, что у нас дальше по квестам? Теплообменник. Можно его в целом тоже сделать, потому что делается в целом, тоже довольно просто. Добрый вечер. Это космическая лекция, помеченная с самых, конечно же, мы. Чего? Это вы меня сейчас очень сильно извините? А что это сейчас было? Подожди, активатор голоса, это где ты делся? Вот он. На улице дождь начался. Подожди, в смысле? Я еще теплообменник сделал. Подожди, теплообменник, дай сюда тоже по квесту. А я не могу использовать. Ладно. Вот нам и, пожалуйста, транспортировка эмбера. Нам нужно сделать излучатель. Но в целом, я думаю, что это не сильно большая проблема. Сейчас нужно просто сделать. И как их делать? Вот так их делать. Сейчас мы сделаем немножечко пластин. Пусть они переплавляются. Здесь у нас плавится свинец, окей. 2 железа, 2 меди. И вроде бы 1 пластина. Сразу же, кстати, 4 штучки мы получаем. Этот свинец пока можно оставлять. Еду тем более сюда. Далее приемник. В целом это еще проще. Делаем еще приемник. Тоже за это получаем квест. Далее у нас по списку идет очень много всего. Мы можем сделать, например, аккумулятор. Кстати, тут, чтобы я на самом деле бы сделал. Он делается 4 целых кирпича. Целый блок меди, кстати. Нифига себе. Прикол. И вроде бы железо. Все, медный аккумулятор у нас есть. Далее нагревательная катушка у нас есть по квесту. Но можно оставить, пусть у нас она тут стоит. Далее эмберная плавильная печь тоже можно будет как-нибудь реализовать. Но здесь уже, конечно, нужно будет сейчас разбираться, что да как. Забираем квесты. Куча квестов получили. Это меня очень радует, очень круто, весело и прекрасно. Филешка сюда, мешок, медовое угощение. Но это, наверное, самый худший дроп быть. Угольная руда пойдет. Каркасная плита, точнее пилак, пусть будет. Яйцо прижива железного голема. Вот это, кстати, прикольно, спасибо. Вот это реально неплохо. Вот этим хотя бы можно что-то сделать. По поводу угольных блоков я на всякий случай оставлю, потому что, скорее всего, мне пригодится оно для как раз-таки сейчас запуска эмбера. Поэтому давай сейчас попробуем что-то сейчас реализовать. Я честно, я с этим модом играю впервые. Я не знаю, что делать в данном моде от слова совсем. Поэтому извините за мой, как говорится, тупой французский. Будем что-то сейчас сами придумывать, реализовывать. Вот смотри, эмберная буровая установка. Она не ставится. Для того, чтобы ее поставить, никак. Она просто, вот я сейчас тыкаю, она не хочет ставиться. Может, ее больше надо блоков? Свободного помещения, пространства. Ого! Нифига себе махина. Эмберная буровая установка, окей. Далее мне нужно, я так предполагаю, поставить еще ковш. Вот, ковш есть. Да, он же вроде правильно подключился, но вроде да. Потом, после этого, нужно присоединить механическое ядро к отверстию буровой установки. Передайте топливо трубами или воронками. И затем подключите экстрактор, который вот этот вот. Нет, не вот этот. Экстрактор. Это вроде бы...
Вот это вот. Нет, это излучатель. А где экстракторы? А, вот, предметы. Вот экстрактор предметов и жидкостей. А куда тебе ее подключать? Вопрос. Ну окей, давай сейчас тогда вернемся. Давай сюда поставлю сейчас вот карьер. Давай сейчас попробуем создать те самые как раз. О, кстати, еще строительный мешок. Мангровое дерево. Спасибо, прикольно. Давай еще сейчас попробуем сделать те самые штучки, которые нам нужны. Нам нужно сделать вот эти вот трубы. Предметная труба, жидкостная труба, экстрактор и экстракт. Для того, чтобы создать нам предметную трубу, нужно буквально свинец и больше ничего. Спать ложимся быстро. Ой, доброе утро, у нас уже и поздняя весна началась. Делаем куча пластинок и делаем куча предметных труб. Штучки, наверное, вот так. 3 сделаем. Далее, для жидкостной нам нужно железо. Только железо. Хорошо, давай сейчас стакер переплавку на всякий случай. Стакер также, наверное, сделаю 16 пластин. Лишним явно не будет. Жидкость. 1, 2, 3. Пойдет. Следующим у нас идет экстрактор предметов. Это каменитовая пластина. Это, слава богу, у меня есть. Еще редстоун. Редстоун, да, сюда. Давай сделаем, не знаю, штучки... Сколько? Давай штучки 3 сделаем. И столько же мы сделаем штучки 3 вот этих. Все, у нас есть и экстрактор предметов, и жидкость. Окей. Далее у нас есть резервуар бедного папы, разводной котел так называемый, вакуумная воронка. Это вспомогательный блок, который засасывает предметы при получении редстоун сигнала и передает полученное в соединенное с ним хранилище. То есть, наоборот, высасывает. Свинцовый контейнер. Это вспомогательный блок, способный хранить в себе стак предметов одного вида. Как и в разводном котле, предметы из контейнера можно разводить в разные стороны. Окей. Заводной аттенюатор. Это вспомогательный блок, позволяющий ограничить скорость механизма в определенном уровне. Для работы поставьте на механизм и пощелкай ПКМ по вот этому блоку. Окей. Выбрасывать предмет. Выбрасыватель предметов — это вспомогательный блок, что, получая различные в себя предметы любым путем, выбрасывает их ровно под себя. По сути, является аналогом ящика из ботаники. Индикатор. Ну, кстати, индикатор желательно нам сделать, потому что можно посмотреть на то, какие там предметы в нем есть, и тем самым будет много чего давать, нам интересно. Да, я бы на самом деле сейчас бы это все реализовал, только нам еще нужно 3 бумаги, если я не ошибаюсь. Давай 3 бумаги. Блин, у меня столько всего в инвентаре, это жесть. Давайте теплообменник пока сюда закинем. И дай мне, пожалуйста, еще медную пластину. И давай сейчас сделаем все виды индикаторов. Индикатор жидкостей, предметов и эмбера. Готово. Теперь, собственно, что? Можно попробовать пойти что-то реализовать, посмотреть, что... Воу, здрасте. Здравствуйте, что продаете, чем торгуете и чем полезным, ну и ладно. Давай телепортируемся на так называемый карьер. И смотри, индикатор у нас эмбера, жидкостей и предмет. Пока здесь ничего у нас не работает. Желательно, как говорили мне, сделать рычаг для того, чтобы, так скажем, передавать. Ну да, я не знаю, штучки 4 создадим рычага для того, чтобы мы могли передавать редстоун сигнал. Пока ничего. Окей, как тебе передать так называемую, вот типа я даже кину, не работает. Как тебе передать так называемый предмет? Эмберная буровая установка, ага, присоедините механическое ядро, ага, то есть нам нужно механическое ядро в любом случае еще одно сделать. Сейчас, секундочку, я снова с вами, вот, держи механическое ядро, да, видишь, у него тут куча появилась отверстий, да, все окей, все правильно. Только давай я сейчас, наверное, сюда поставлю еще жидкость. Значит, смотри, по поводу ковша я не понимаю, что он хочет от меня с помощью этого ковша. Для его работы нужно просто подключить его к буровой установке через механическое ядро. После чего установка сможет добывать ресурсы из гравия, гнейса, нили или снега. Я понял. Тогда, ладно, эта нам штука не нужна, хорошо. Нужно предметы. Жидкостная, вот предметная труба, видишь? И работает. То есть, условно, нам нужно сейчас взять какой-то сундук, к примеру, или хранилище какое-нибудь, вот сундук. Поставить условно вот сюда. Сюда поставить экстрактор предметов. Вот так. Вот, оно соединило. И сюда условно подать немножко уголька. Но оно не работает. С помощью рычага заработать. Я слышу, что происходит. Я слышу работу. Я слышу, что-то работает. И также, предположительно, мы можем, допустим, вот отсюда, да, такими же образами подключить его вот сюда, чтобы оно обратно... Нет, оно так работать не будет, кстати. Там же выход у нас стоит. Оно так работать не нужно. Нужно еще какой-то один предмет, любой, у нас складывается, кинуть туда. Допустим, вот деревянный сундук, карьер. Но он работает, я слышу. Допустим, вот предметная труба. Так, пока что ничего нет.
Я не знаю. А, вот, видишь, кристалл Эмбера, осколок кристалла Эмбера. А, ну нужно сюда, скорее всего, рычажок поставить. Да, вот, и он начал работу, да. Видишь, уголь у него тратит. Не знаю, насколько быстро он тратится, но он потихонечку тратится. Значит, в теории все, да, у нас все запустилось, у нас все работает, отлично. Значит, что мы можем сделать? По факту, буровую установку мы запустили. Да, вот видишь, у нас еще один уголь потратился. Ну, я на самом деле бы вот сейчас проверил. Вот взять бы сейчас немножко угля, побольше, так скажем, вот 32 еще. И проверить, будет ли какой-то толк. Вот сейчас немножко дома постоять, будет ли оно прогружаться или нет. Если будет прогружаться, будет просто прекрасно. Потому что если нет, будет очень обидно. Что у нас дальше по квестам? У нас дальше по квестам можно сделать механический насос, который будет позволять высасывать, точнее, блоки воды под собой. Как помпа, можно сказать, короче, условно. Дальше эмберная плавильная печь, нагревательная катушка. Что она делает? Требует энергию эмбера за каждый переплавленный предмет. То есть это не то. Тоже энергию эмбера использует. При плавке предметов и блоков в их жидкое состояние. При этом у механизма нет потерь при такой конверсии. Блоки руды конвертируются как 2,5 слитка. Рудные предметы как 1,33 слитка. Не, ну мы можем в целом это попробовать сейчас воссоздать. В целом я не думаю, что это какая-то большая проблема. Ну допустим, вот эмберная плавильная печь. Но нужно еще немножко каменита подождать. Блин, на самом деле я погляжу, реально каменита здесь много надо. Прям я бы сказал, сильно много. Потому что вот, допустим, пластин у меня уже, видишь, нигде нету пластин. То есть мне еще пластин. Здесь еще нужно нам еще одна печка целая. Я бы на самом деле взял какой-то рюкзак бы сейчас. Мне рюкзаков, я уверен, достаточное количество, потому что я приносил их с... Ну даже вот, рюкзак трогать нельзя. Где у меня куча моих рюкзаков, которые я вытащил из вылазки подземель. А, во, лежит. Так, рюкзак. Давай сюда все, что связано с эмбером, мы закинем. Ну, только кроме камней. Давай. Делаем 4 кирпича. Далее нам нужно создать целую печку. Это без проблем. Сейчас мы это организуем. 2 железа плюс 1 медь. И вроде бы все. Да, осталось только сейчас забрать отсюда каменную пластину. И все. Эмберная плавильная печь. Допустим. После этого открывается геологический сепаратор. Это улучшение. Можно получать вторичные жидкости при плавлении блоков руд и рудных предметов. То есть в теории мы будем получать... Надо будет сейчас посмотреть, что она делает. Допустим, вот, да? Что ты делаешь? За уран мы будем получать еще свинец. То есть в теории это работает как условно тот же самый Tinker Construct. Ну да, железо это типа 2 слитка 6 кусочков, плюс еще медь. То есть мы можем по факту это подливать, или как-то выливать, превращать во что-то. Не, ну можно сделать. Разводной котел у меня, увы, отсутствует. Давай посмотрим на ее интерфейс. Выглядит вот так. В ней пусто. Для нее нужна сила эмбера. Но только прикол в том, что я не знаю, как делать. Мы можем сделать вот центрифуг. Смешивание жидкости в их сплавы. Окей. Но нам ее нужно создать, кстати, на самом. Потому что нам нужно будет создавать золототивый слиток. Ну да, нам эту штучку нужно будет создать. Для этого еще нужно одно ядро. Окей. Но мы можем тогда, давай тогда сделаем еще и геологический сепаратор. Потому что, может, скорее всего, нам он пригодится. Для этого в целом у меня все предметы вроде бы есть. Нужно лишь 2 каменных кирпича, кстати, как есть. И... что еще? Ну и разводной котел. Тут тоже каменит. Получается 5 железа. Так, давай делаем котел. Есть. Z-квест. Потом сепаратор. Тоже Z-квест. И тут нам нужно, получается, 5. Это 12 железных слитков. После этого целый медный слиток и механическое ядро. Ядро есть. И делаем центрифугу. Окей. Далее у нас штамповый пресс. Штамповочный, точнее, пресс. Вот это уже прям выглядит как жопа-жопа. Депо, штамповочный пресс. После этого открывается золототивый слиток. Вот, да, видишь, как он делается. Но с помощью этого слитка мы можем сделать очень прикольные инструменты, на самом деле. Паровой активатор эмбера, кстати. Химический пьедесталы, тигели. Клеточная сталь, кстати, которая нам в будущем понадобится в больших количествах. Это прям на самом деле очень интересно. Окей, давай тогда смотреть. Можно спускаться сейчас в карьер и посмотрим. Да, он прогружается. Он прогружается и добывает вещи. Хорошо. Тогда давай мы сейчас сделаем 3 на 3. Сделаем здесь маленькую комнатушку. Так, что-то я сломал. Нет, ничего не сломал. Да, сделаем здесь маленькую комнатушку. Будем здесь изучать наш эмбер. Почему бы, собственно, и нет. Есть. И давай смотреть. Поставим сейчас плавильную печь вместе с
вот этим вот. А, это я поставил. Вот так. Отлично. Далее можно поставить смесительную центрифугу. Значит, в чем суть того или иного предмета? Плавильная печь, она у нас переплавляет предметы. Далее эта штука может смешивать. Ну, нам нужно делать лишь штамповочный вот этот вот прикол с помощью каменита по факту и все. Здесь у нас процесс добычи идет. Можно, да, надо будет угля много подкидывать. Но либо что горючее, условно говоря. Без всяких предисловий. Воу, чуть-чуть лишнее сломал, извините. Да, нам условно надо просто что-то горючее. Да и в целом на этом получается. Окей, давай штамповочный пресс. Раз, два. Депо. Ведро. И кирпичи есть. По поводу штамповочного пресса это 9 железа и 1 медяти. Также, соответственно, делаем еще и штамповочный пресс. Правда, для него еще нужно у нас пресс и форм, так называемый. Давай сделаем необработанную слитка. Форму, после этого пластина и кусочек есть. Теперь их нужно все взять и переплавить для того, чтобы получить обработанные, обработанные пресс-формы. Правда, вот мне интересно, как подавать силу Эмбера, да, так называемую. Скорее всего, через трубы, типа, условно, с этого сундука переделывать где-то в... Ну, я просто даже не знаю. Вот у нас условно есть вот кристаллы Эмбера. Являются первичным в рецептах создания всех будущих механизмов в моде. А также они являются расходником для получения энергии Эмбера. Вот. Активатор энергии Эмбера для получения, собственно, этой энергии. Для выработки энергии необходимы кристаллы, которые можно загрузить в него через трубы. Далее активатор начнет сжигать кристаллы внутри себя и генерировать в верхнем блоке энергию. Для передачи энергии используйте передатчики либо излучатели, либо приемники. Ну да, вот, да, все понятно. То есть, короче, просто брать от того карьера, пихать активатор. Теплообменник, я так предполагаю, улучшение. Да, улучшение. Сейчас, окей, у меня это все есть, поэтому можно сейчас будет еще попробовать запустить эмберную тему. Все. Так, пока завершился, да? Все завершил. Да, все завершил. Ну и да, дальше у нас золотистый слиток. Это у нас прессовка. Пошли тогда к нашему карьеру. Да, что у нас карьер? Карьер 17 штук. Да, получается, вот отсюда нам нужно будет сейчас просто через предметные трубы высасывать вот эти вот кристаллы Эмбера получается, вот эти вот предметы активатор N. Ну и да, и оттуда уже ставить штамповочные пресса и все остальные предметы. Только нужно понять, где бы нам ставить эту всю печь, вот эту вот всю систему, вот эти все пресса, печки, вот это все. Ну, допустим, окей, нам же нужно сначала сделать активатор, тот, который будет вырабатывать по факту все. То есть вот эти предметы пока окей, у нас уйдут, они будут стоять где-то здесь. Условно, что у нас, печка будет стоять условно вот тут, потому что почему бы, собственно, эти смесители у нас будет здесь стоять. А все приколы, связанные со штамповкой, я думаю, у нас будут они стоять вот здесь, они тем более, видишь, маленькие, больно. И вот можно даже посмотреть, куда у нас будет идти вход. Это именно жидкость входить, то есть сюда только идут жидкости. Вот отсюда где-то, скорее всего, будет у нас выходить где-то, наверное, даже снизу, да? Да, снизу, скорее всего, нужно будет поставить тоже вот такое механическое ядро, которое будет нам позволять отсюда выводить, предметы, получается. То есть мы в теории можем сюда условно закинуть форму слитка. Да. И вот сюда уже с помощью передачи Эмбера, вот сюда с помощью передачи жидкости, которая у нас будет вырабатываться для создания того же самого сейчас. Вот, золотитого слитка. То есть только нужно понять, как нам сделать золотит. Это нам нужно смешать медь и золото. То есть это условно нам нужно вот сюда закинуть медь и золото. А вот сюда уже перекинуть медь и золото выходит. Окей, тогда давай смотреть. Чтобы нам запустить создание Эмбера, нам нужно поставить активатор. Кстати, он даже красивый такой, большой. После этого снизу поставить теплообменник. Если я правильно понимаю, кстати, у меня почему-то правился. И теплообменник не делал? Нет, делал. Где-то у меня должен лежать. А скорее всего он мне вот в этом. Вот. Окей, тогда мы телепортируемся обратно в карьер. Теплообменник у нас должен стоять снизу. Поэтому ставим его мы снизу, соответственно, да? Или в нижней части, это типа вот тут где-то. Но поставим пока вот так. Окей, да пусть пока он так стоит. Если ничего не поменяется, то пусть будет. Типа он... Когда он присоединен, активатор сможет генерировать 300 единиц энергии пыли из кристаллизированного эмбера, что было невозможно до этого. А также он улучшит эффективность других видов материалов, кроме друзы. То есть теперь он будет условно... Окей, то есть нам в теории, смотри,
мы берем вот эти все экстракторы, предметы. Вот отсюда у нас условно будет идти сейчас передача... Блин, да это некрасиво стоит, все-таки пусть снизу стоит. Вот сюда у нас условно идет передача Эмбера. Только нам нужно сейчас этот вот активатор как-то включить. Вот, кристаллы. Вот у нас пошел процесс выработки этих кристаллов. С помощью вот этой штучки мы можем посмотреть, вот, выходы. А с помощью... во-во-во, видишь? Вот, у нас сейчас тут перегрев. То есть у нас, вот видишь, у нас сильно большой перегрев. То есть нам условно нужно теперь куда-то это все выводить. Ну, допустим, хорошо. Он пусто. Ну да, пусто. Нам нужно отсюда как-то выводить Эмбер с помощью транспортировки. Во, излучатель и прием. Передатчики, излучатель отдает энергию из блока. А приемник принимает энергию блок, к которому присоединен. То есть в теории нам нужно сейчас взять... Ну, можно и то взять, посмотреть. Вот, допустим, вот так. Вот так вот. Чикс. Заработал. Излучатель Эмбера. И вот здесь уже ставим, получается, жидкостную... Нет, не жидкостную трубу, а экстрактор жидкостей. Нет, не работает. А почему? Щелкните ПКМ по излучателю, после чего ПКМ по приемнику. То есть сначала по излучателю, потом по приему. Я понял. То есть смотри. Мы сюда ставим излучатель, да? А после этого ставим условно вот сюда приемник. Теперь нам нужно как сделать? По излучателю, то есть вот так, правой кнопкой, и типа вот так. Подожди, может это работать типа вблизи условно, да? Молоточком. Вот так вот оно работает. И теперь вот сюда типа надо поставить... Во, видишь? Во, пошел процесс. Наверное, нам нужно сейчас поставить не сюда, а вот сюда нужно поставить. Вот, типа делаем вот так и вот так. Во, и допустим, ну я не знаю, вот сюда и вот сюда. Будешь работать? Нет, тут просто правок. Нет, здесь не работает, смотри. Чё, откуда у меня две алмаза еще? Это, наверное, забагало. Так, давай по-другому смотреть. Излучатель Эмбера. Нам нужно сейчас плавильную печь как учить, условную, да? Скорее всего, нам нужно разные поставить. То есть вот сюда это будет, допустим, на печку или на центрифугу, условно передавать. Ну давай попробуем сейчас сюда поставить. Где? Куда? Условно. Хотя здесь сейчас ничего нет. Почему, спрашивать? Начал. Во, видишь? Начал передачу Эмбера. Только теперь вопрос, насколько много передается сейчас Эмбера? И вот условно нам нужно будет также передать... Ну вот, видишь, закончил. То есть нам нужно... Как все делать? Понимаю немножко, подожди. Кристаллы откуда-то у меня... Давай думать. Для того, чтобы нам сейчас... Хорошо, давай сейчас сделаем по-другому. Мы телепортируемся сейчас домой. Во-первых, ложимся спать. Сейчас кое-что попробуем. Для того, чтобы нам создать золотитовый слиток, даже можно сейчас поставить золотитовый слиток, нам нужно создать расплавленный золотит. То есть 2 к 2. 2 милибакета с одного... условно блока получается 810, да, это сейчас на калькуляторе посчитаю. Допустим, у нас получается 810, да? В смысле, а зачем я тогда смотрю? Подожди, мы можем просто взять блок этого и условно блок этого. Вот, все, есть. Теперь мы просто телепортируемся на карьер, закидываем условно печку, золотой блок и... по одному блоку. А теперь вопрос, куда подключать это все. Допустим, условно, мы сейчас допустим работу. Да, вот, у нас пошел. У нас идет передача. Но он почему-то не работает. Подожди, плавильная печь. Энергия Эмбера, ну. Так, у меня как будто что-то начало происходить. Я слышу, как она начала работать. Слышишь? Вот, расплавленная медь появилась. Теперь нам в теории можно... Смотри. Сейчас мы берем отсюда вот стальную центрифугу, берем также приемщик, вот сюда мы ставим вниз. И нам еще нужно третий поставить сюда блок. И так, кстати, к нему рычаг подставить. Вот, видишь, пошел у нас Эмбер. Теперь мы ставим жидкостный экстрактор, вот отсюда условно. И жидкостную трубу вот сюда, чтобы она запихивала нам так называемую жидкость из вот этого блока, но нам нужен тоже сюда рычаг. Для этого нужно сейчас телепортироваться домой желательно. Это реально сделать кучу рычагов. Это что, серьезно? Рычаги делаются только с этих. Рычаги делаются только с булыжника, ну ладно. Теперь вот сюда мы запускаем. Вот, видишь, расплавленная медь. Теперь у нас доплавляется последний медный слиток. Он у нас появляется вот здесь.
Мы сейчас закидываем еще один золотой блок. Дожидаемся, пока у нас он тоже перекинется вот сюда. Здесь рычаги никакие я не использовал, видишь? Золото тоже вроде бы Нет, золото не работает. А, он должен сначала переработать. А нет, оно вот здесь, все верно. Видишь, расплавленное золото вот здесь. То есть я выключаю, все. Подожди, а можно ты не будешь работать просто так? Потому что у тебя тратится им. А почему расплавленная центрифуга не работает? Подожди, вот расплавленная медь. А, вот, смотри, видишь, золото и вот снизу центрифуга. Вот, видишь, там есть золото. Вот золото и медь. Теперь, скорее всего, мне нужно... Что мне делать? Мне, скорее всего, нужно сейчас запустить вот этот вот активатор. Мне сначала сделать вот так, чтобы он начал выработать. Вот здесь, скорее всего, мы отключим, а сюда мы подключим. Оно все равно почему? Что, мать его, происходит? У меня почему-то здесь появился внезапно этот. У меня почему-то волна здесь началась. Почему она у меня здесь началась? Ай, больно, не бей. У меня почему-то волна началась. Вот это я сейчас немножко прям вообще не вкурил. Вот, здорово, голем. Вот это я сейчас прям вообще не выкурил. Вот это прям вообще жесть. Ай, холодно. Криомант какой-то. Все? Ай! Все. Вот это сейчас нежданчик был конкретный, я бы сказал бы вам так. А почему? А что это? Что это сейчас было за внезапность такая? Ладно, я тут сидел, размышлял, смотрел вики, как это все запустить. А тут внезапно бум, и все. И, кстати, нам вот этот сепаратор нужно поставить куда-то вот сюда, типа снизу. Вот, видишь, вот таким вот образом. И он вот так вот теперь будет наконец-то нормально работать. Вот. Внезапно. Вот такая у меня получилась схема. Смотри, во-первых, здесь все очень ярко, все очень красочно. Значит, смотри, что я сделал. Я сделал две печки. Первая, вторая. И вот здесь, собственно, у нас стоит вот смесительная центрифуга. Вот, даже вот видишь, уже он начал вырабатывать расплавленный золотит. А что я сделал? Я сделал так, чтобы у нас вот первая, вторая стояла печка. Они вот здесь у нас перерабатывали, понятное дело, руды, которые мы будем запихивать. И вот здесь, допустим, медь и золото. Они поступают вот сюда, в смесительную центрифугу, исключительно снизу. А сверху у нас поступает сам М. После этого снизу же нам... Короче, запомните, вот эта большая пипка, так скажем, большое, это для жидкости. А вот эта маленькая пип, это у нас для приема эмбера. Далее, что нам надо? Нам нужно взять депо, поставить вот сюда, поставить сверху, желательно какой-то сделаю, расставим сюда один блок и уже поверх него ставим так называемый пресс. Готово. Теперь вот сюда мы ставим ту самую формочку, как у нас была для слитка, условно говоря, да, запихиваем внутрь или... И теперь смотри, большая пипка у нас вот здесь. То есть нам нужно приемчик эмбера поставить вот сюда. И любой какой-то, допустим, вот этот вот наставить на эту сторону, чтобы он сюда передавал наш эмбер. Вот здесь снизу у нас должен передаваться как раз таки наш золотит. То есть вот таким вот образом, скорее всего. Нет, он не вырабатывает, он не хочет выпускать. Почему? Наверное, потом наверное. Сейчас я вот с вот этой поставлю. Вот, чикс. И он типа должен вот этот вот золотит, который вот здесь получился, перенастроить вот сюда. Теперь смотри, у нас же здесь вот нарисовано вот золотит. Снизу у нас поступает золото. И даже вот я поставил сюда индикатор жидкости. Вот, видишь? У нас расплавленная медь и золото. Он у нас запускается снизу, как золото, так и медь. Вот, видишь, вот можно даже посмотреть, вот здесь медь, здесь у нас золото. Сверху у нас получился золотит тот самый, так называется, да? Да, золотит. И он у нас должен выходить сверху, потому что, видишь, здесь у нас пипка сверху. То есть в теории нам нужна еще одна жидкостная труба. Блин, только где бы ее нас прям очень интересный сейчас вопрос. Это будет сейчас очень интересно. Ну ладно, давай, допустим, одну сейчас возьмем, потому что у нас так достаточно. Там ее условно вот сюда. Вот. И теперь мы должны ее вот здесь активировать. Для того, чтобы оно передавало у нас энергию, точнее, вот золотит вот сюда. Теперь в эту же очередь нам нужно запустить сюда поступление так называемого эмбера. И у нас он должен сейчас, получается, передавать с какой-то стороны, допустим, с вот этой вот сюда наш так называемый эмбер. Вот сюда.
И теперь нам нужно взять вот эту вот формочку, вот эту вот, поставить ее вот сюда. Шифтом, правой кнопкой мыши, прям, ну и как-то вот так. И теперь нам нужно сюда подкинуть эмбер. Но так как у меня эмбера нету сейчас, нам нужно дать немножко уголька. Сейчас запустить только надо этот процесс. Как? Ага. Ладно, у меня рычаг. Запускаем. Все, видишь, у нас начал работать наш карьер. Он сейчас будет сюда передавать так называемый эмбер, если я правильно понимаю. Сейчас этот эмбер будет передаваться у нас вот в этот вот активатор, который у нас будет вырабатывать эмбер. И вот видишь, он начал нам передавать энергию вот сюда. И вот наш первый золотитовый слиток. Фу. Ну, честно говоря, это прям... Ух, у меня прям голова немножко вздулась, прям я бы сказал сильно. И вот видишь, у нас не хватает эмбера, у нас уже есть 3 золотитовых слитка. Далее у нас алхимическое сооружение. Это то, благодаря чему мы сможем сделать как раз таки то самые предметы для создания того или иного. Алхимический пьедестал, платформа и лучевая пушка. Делается это все, конечно, тяжеловато, потому что здесь много нужно золотита. Но это по факту та же самая медь. Главное понять, где у нас сейчас вырабатывается исключительно эмбер для вот этого вот пресса. У нас он сейчас добывается, поэтому нам нужно сейчас немножко подождать, дабы активатор, вот видишь, энергия у нас пошла в печку, вот видишь, начал нам вырабатывать еще так называемого золота. Видишь, оп, пошло. Желательно, чтобы, конечно, этот весь эмбер передавался исключительно в этот штамповочный пресс, но в целом и так зайдет. У нас вот есть 6 золотитовых теперь слит. Далее нам нужно будет создать алхимическое сооружение. То есть, если так посчитать, давай считать. Тут у нас используется 6, да? Платформа. Тут у нас используется плюс 3. Далее для 3 пьедестала это нужно нам 18 плюс 21. Лучевая пушка здесь всего лишь 2. То есть нам в теории нужно целых 23 золотитовых слитка. Они сейчас скорее всего поразбрасываются. То есть нам нужно 23 золотитовых слитка для вот этого вот квеста. В целом можно подождать. Вот видишь, опять сейчас начнет переработку. Окей, да давай пока выключим. Пусть у нас... Хотя, знаешь что? У нас же есть специальный предмет, который позволяет хранить этот эмбер, чтобы он условно никуда... Вот, медный аккумулятор, нам вот его нужно сделать. Точнее, я его даже делал. То есть, теорию он где-то у меня должен быть, потому что я его ни для чего не тратил. Вот видишь, сейчас опять начнет переработать. И вот видишь, депо у нас остановилось, что закончил. А здесь у нас закончилось что? Медь есть, но оно просто не идет. Да, оно просто не идет в систему. То есть вот этот мы рычаг выключаем, вот этот включаем, дабы он нам передавал. Вот, ровно в штамп. То есть нам нужно передачу сделать вот в приемник. Вот так вот. То есть вот этот у нас излучатель направлен на штамповочный пресс, вот этот вот, то есть направляется в центрифугу. Нужно сейчас еще немножко подождать. Правда, нужно еще угля под угля. Но я не знаю, подойдет ли ему древесный, конечно, уголь, либо доски, к примеру. Оба тоже горючие. Ну да, работает. Тоже работает. Только вот будем смотреть, сколько тратится. Ну, по одному... 4 секунды примерно, даже посчитаем сейчас. Вот да, каждые 5 секунд у нас по одной доске перерабатываем. И у нас он с каким-то шансом будет выдавать тот или иной предмет для активатора эмбер. Конечно, я уверен, что этих механических ядер нужно, точнее, буровых установок нужно будет поставить гораздо больше, потому что нам нужно больше этих эмберов, так называемых, и тем более нам нужно больше угля гораздо. Это проблемка, на самом деле, я бы сказал. Такая небольшая проблемка. Видишь, все, вот у нас перестало переходить сюда эмбер, буквально перестало, что у нас почему-то не вырабатывается эмбер. Видишь, все. Пошел у нас вот сюда процесс, но почему-то он у нас не работает. Расплавленная медь, золотит, у нас даваться. Да, у нас медь есть, золото есть, то есть он должен работать. Но почему-то он не хочет работать, хотя есть золото есть, медь есть, даже это можно вот посмотреть. Медь есть, золото есть, только он почему-то просто не хочет работать, просто отказывает. Ну ладно, у нас в любом случае есть немножечко... Какая жидкость? Трактор, жидкость и сверху флочек. Да, видишь, он почему-то не хочет вырабатывать эмбер. Он почему-то не хочет вырабатывать золотит. Понимаю, почему. Ну ладно, окей. Такое дело. У меня сейчас, честно говоря, уже голова вскипит от этого всего эмберного производства. Потому что сильно много информации. Чересчур информации. Мне реально сейчас голова не выдержит и лопнет просто такого количества всего, что связано с... Да.
Давай сейчас посмотрим, что у нас там жители. Они должны нам улучшать дома. Я не ошибаюсь. Ну у нас все заболевшие, кстати. У нас заболевшие все. У нас все заболевшие и ничего не работало, потому что... Ты у нас кто по работе? Курьер. А работает кто-то здесь вообще, кстати? Подожди, настройки колонии. Давай посмотрим, кто у нас здесь. Шахтер. Давай шахтера наймем. Назвать рабочего. Вот. Не надо тебе никакая кирка. И тебе вот пошла. Надо сейчас будет всех полечить, потому что они почему-то начали прям сильно болеть. Да, вот, смотри, у нас уже почти 3 дома. Все, ложимся спать. Фу, голова кипит. Голова очень сильно кипит, но очень хорошо. Так, вот смотри, раз, там Ника у нас вообще почему-то не хочет работать. Ника, что с тобой случилось? Ника просто почему? Ладно. Вот, Лиза, пропустить болтовню. Ты должна работать у нас вот здесь, потому что тебе надо... Давай минимальные запасы поставим сюда морковки. 1 стак. Картофеля. 1 стак. Все, пусть будет картофель и морковка. Да пропусти. Вот, видишь, сейчас доставка идет. Доставка не пойдет, потому что у нас больное. Доставка у нас пойдет. Да, громко сказал. У нас здесь ничего доставляться не будет, потому что у нас больной курьер, и это очень плохо, кстати, на самом деле. Мы сейчас как можно скорее всех лечить. И слава богу, то, что все болеют хотя бы, знаешь, чем-то таким легким, так сказать. Все, сейчас я тебе убираю вот эти все требования, потому что у тебя есть ресурсы. И сейчас ты по факту, вот видишь, у нас начали все лечиться, вот даже видишь, двое одновременно начали лечиться. Вот отлично, пусть тогда лечится. Они в целом вот по вот этой вот дорожке смогут подниматься, поэтому это не беда. Главное, чтобы у нас все работало. Ника почему-то у нас не работает, кстати. Кто-то у нас тут, походу, тоже не работает. Почему? Это у нас даже рабочий. Хотелось бы, чтобы в меню ресторана были блюда покачественнее. Почему? Чем тебя не устраивает стейк, барань? А ну объясняйся быстро. Давай посмотрим, что у нас вот здесь говорит. По счастью. 4,9 пока что. Но у нас сейчас фактор питания в целом идеальный. Число детей в школе идеально. Жилье, да. Тут, конечно, есть нюанс, потому что живут у нас в таверне люди. Качество сна... Тоже нюанс, потому что не все спят. Тоже есть момент. Но окей, это все будет фикситься, это все не проблема. Такое себе. Решаем. Ника, у нас Адам строит только. У нас Ника не строит. Или строит. Ника строит, все в порядке. 95%, тут у нас 40 меньше. Окей. У нас еще остается 1 дом на прокачку. По поводу школьников. Давай посмотрим, что у нас школьники, как они прокачиваются, как они умнеют. На школьники... у них интеллект растет, кстати говоря. Они потихоньку растут, потихоньку, скажем. Это вот статистика. Преподано уроков 13, уровни 3 получше. Использовалось 2 бумаги. Давай за все время. Вот, 8 уровней. Интеллект. То есть это только сейчас именно интеллект у нас прокачивается. Пусть будет, что интеллект тоже хорошо. Окей, тогда что? Эмбер работает. Давай сейчас сходим к... На самом деле, надо, чтобы сейчас копала шахта, потому что нам нужен, нам очень много угля для нашего... в целом, знаешь что? С одной стороны, нам много нужно эмбера, да, условно говоря, а с другой стороны, мы можем и дерево использовать, дерево жопой. Нам нужно только сделать сейчас ту штучку, которая нам позволяет хранить эмбер в каком-то количестве, дабы он там накопился, и в будущем просто это использовать. И по факту все. Мы сможем спокойно себе жить не тужить, потому что будем знать то, что у нас используется, а в минус не выходит. Давайте заберем за все квесты. Раз, два. Урод, кстати, и центрифуга. Если неплохо. Это, кстати, очень даже. Кофейные зерна, они пойдут сюда. Уголек сейчас пойдет. Транспортный ключ. С помощью этого предмета можно хранить транспорт. Еще транспорт. Вообще жесть. Только мне вопрос узнать, где то самое мое хранилище эмбера. Я делал, засчитался, а я не выкидывал. То есть у меня оно где-то должно быть. Но если нет, то сейчас создадим. Готово. Вот, и сразу же сделал 2 эмберных аккумулятора. Я думаю, этого достаточно. Смотри, сейчас мы спускаемся тогда к карьеру. У нас он перестал работать. И смотри. Вот эти все штучки мы пока ломаем. И давай вот отсюда еще сломаем. Смотри, мы сейчас берем, ставим сюда 2 аккумулятора. Ставим сюда, получается, 2 приемника. Пока печки обойдутся, будут без приемника у нас работать. Вот, раз, есть. Ставим сюда 2 излучателя. И направляем каждый из этих излучателей. Где мой молоточек? Только не говори, что я его положил куда-то в сундук. Мы сейчас это все, смотри, как сделаем. Раз, два. И теперь закидываем сюда кучу
дерево, соответственно. И сюда ставим рычажочек, чтобы что, правильно, оно все работало у нас в правильном порядке. И давай сейчас посмотрим, как у нас по количеству эмбера. Давайте, наверное, с помощью жидкости предметы. Вот индикатор, пустим вот сюда поставим, пока эмбер здесь 0. Посмотрим, сколько просто будет вырабатываться эмбер. Потому что здесь золотить так до сих пор и не сделался. Почему-то, кстати, золото есть. Довольно странно. Вот, все, началась переработка. Вот, эмбер, видишь, у нас идет. То есть по 200 эмбера, я так понимаю, здесь 200 эмбера и здесь. Да, все правильно. Окей, окей. И еще раз окей. Тогда пусть оно фармится. У нас в целом, вот видишь, потихонечку будет добавляться эмбер. Здесь 24 тысячи копится. Мы с любой стороны сможем, я так предполагаю, вытянуть абсолютно с любой стороны. И, допустим, вот механизмы всякие перейти. Ну тогда что, тогда давайте на вот этой вот прекрасной, технологичной, эмберской ноте и закончим данную серию. У меня, честно говоря, голова уже рвется от такого количества информации, от такого количества нововведений, от такого количества ну, просто от всего. Вот, я буду очень рад, если вы прокомментируете, поставите лайк, вот. Ну и в целом поддержите данную серию. Поэтому вот такие вот дела. Всем спасибо огромное за просмотр данной серии. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться в телеграм-канал, ведь там новости всякие, спойлеры подобные. Также не забывайте подписываться в соцсети разработчик данной сборки. Переходите по ссылочке в описании на сайт данной сборки и скачивайте, покупайте данную сборочку, играйте в удовольствие. Ну и самое главное, всем хорошего настроения. С вами был Яфир. До скорой встречи, друзья. И еще услышимся. Пока!